Когда мы говорим о сексе, мы говорим не только о телесном акте, но о зеркале культуры, о языке, на котором общество выражает свои желания, страхи, запреты и свободы. Представим, что мы совершаем путешествие не по географии, а по интимным мирам 10 стран, каждая из которых раскрывает свою уникальную философию тела. Япония — между тишиной и фетишем. В Токио ночь начинается не с крика, а с шепота. Японская сексуальность — это искусство недосказанности. В стране, где публичное проявление чувств считается неуместным, за закрытыми дверями отелей любви разыгрываются театры желаний. Комнаты оформлены в стиле космических станций, школьных классов, джунглей. Все, чтобы дать телу роль, а душе — сценарий. Здесь популярны фетиши, от костюмов до технологий, роботы, интерактивные игрушки, даже виртуальные партнеры. И все это в стране, где эротика соседствует с дзеном. Индия. Камасутра под вуалью. Индия — родина Камасутры, трактата, где секс — это путь к освобождению. Но современная Индия живет в противоречии. Древняя чувственность скрыта под слоем морали и табу. В традиционных семьях до брака строгое воздержание, а после — интимность, окрашенная духовностью. Тантрический секс здесь не просто техника, а медитация, где дыхание партнеров сливается в единый поток. Франция. Чувственность как искусство. В Париже секс — это не просто удовольствие, это эстетика. Французы ценят прелюдию как симфонию, где каждый взгляд, прикосновение, слово — часть партитуры. Здесь важна не поза, а атмосфера, свечи, вино, разговоры о литературе. Французская культура учит: сексуальность — это не техника, а стиль жизни. Бразилия — тело в ритме карнавала. На пляжах Рио-де-Жанейро тело говорят громче слов. Бразильская сексуальность — открытая, уверенная, ритмичная. Карнавал — это не просто праздник, это манифест телесной свободы. В теленовеллах страсть кипит, а в реальности она живет в танце, в взгляде, в жаре. Иран — запрет и поэзия. В Тегеране интимность — это тайна. Законы строги, но в поэзии Хафиза и Саади страсть тонкая, метафоричная. Секс разрешен только в браке, но внутри него богатство форм и чувств. Временные браки, сиге, позволяют легализовать краткосрочные отношения, и в них пространство для телесного диалога. Здесь сексуальность, как роза в пустыне, скрытая, но ароматная. Южная Корея — от конфуцианства к цифровому флирту. Сеул — город, где традиции и технологии сплетаются в странный танец. Конфуцианская сдержанность еще жива, но молодежь все чаще ищет интимность в приложениях, чатах, виртуальных мирах. Популярны мотели с тематическими комнатами от космоса до ретро-кафе. Эстетика тела важна, отсюда бум косметических операций. Секс здесь не просто акт, а часть визуального и цифрового образа. Таиланд — буддизм и индустрия. Таиланд — страна двойственности. С одной стороны, буддийская умеренность, с другой — крупнейшая индустрия секса для туристов. В Бангкоке шоу, где эротика — это акробатика, театр, искусство. Для местных интимность часто скрыта, но в глубине философия кармы, где удовольствие должно быть сбалансировано с духовностью. США — мозаика желаний, Америка — страна контрастов. Здесь популярны секс-терапия, полиамория, вечеринки с фасилитаторами, где интимность — часть личностного роста. В Лос-Анджелесе — клубы, где практикуются формы БДСМ, а в Нью-Йорке — сообщества, обсуждающие этику желания. Секс — это не просто акт, а тема для подкастов, книг, дебатов. Это путешествие показывает: тело универсально, но язык желания культурен. В каждой стране секс — это не просто биология, а философия, ритуал и искусство.